Здравствуйте! Относительно недавно я уже рассказывал про Meizu M Blue Blues, наушники, которые понравились по своему внешнему виду, по своему исполнению, по удобству, но при этом были вопросы к качеству звучания с учетом их стоимости. И сегодня у нас Meizu M Blue Blues Plus, наушники, которые внешне абсолютно идентичны, которые также выглядят такая же коробочка, то есть их можно очень легко перепутать, если они будут на расстоянии буквально там 30 сантиметров, чтобы найти этот плюсик в названии. Но, тем не менее, впечатление от наушников значительно лучше, даже несмотря на то, что обычная версия стоит 125 рублей, а версия Plus стоит в 180. Опять-таки белорусских рублей. И различие здесь не только в звучании, но и в том, что в версии Plus есть активное шумоподавление, что на первый взгляд прям такой очень весомый плюс, но не будем забывать, что это True Wireless наушники до $100, и шумоподавление здесь в любом случае с нюансами, и скорее всего пользоваться им не захочется. Для тех, кто не смотрел видео про обычную версию, коротко расскажу про внешний вид. Кейс выполнен качественно, это матовый пластик, который не собирает отпечатки пальцев. По размерам, все очень относительно, в кулаке спрятать его сложно, но при этом он не монструозный. И доставать наушники из кейса достаточно легко за счет того, что они хорошо выпирают над самим корпусом. По поводу эргономики, наушники очень схожи с Apple AirPods Pro по своей форме, по своим размерам. Единственное, что амбушюры здесь съемные, поставить в случае необходимости какие-то свои амбушюры, скорее всего, получится, потому что звуковод классический по своему диаметру, по своему выступу, но при этом и родные амбушюры мне нравятся. Они достаточно большие, плотные, создают хорошую пассивную звукоизоляцию. По времени автономной работы до 6,5 часов, это хороший показатель, немножечко выше, чем у обычной версии. И самое главное, это звучание. Чем мне не понравились в обычной версии Meizu M Blue Blues? Тем, что на громкости в 50% они звучат недостаточно ярко, недостаточно детально. Есть такая вот мутность в звучании. То есть хочется, чтобы все стало немного разборчивее. И от этого уже поднимаешь громкость. И действительно на громкости в 80-90% наушники начинают звучать хорошо. Но это уже действительно громко, и в каком-то тихом помещении не захочется слушать на такой громкости. И вот этой проблемы версия Plus лишена. На громкости в 50% они звучат уже достаточно хорошо. У них ощущается, естественно, приукрашенность, это не мониторное звучание, но при этом украшение идет достаточно ровное, и при этом не только количественно, но и немножечко по весу, что особенно ощущается на низких частотах. И одновременно с тем здесь есть то преимущество, которое есть в обычной версии. Это объемность звучания, то есть вы слушаете музыку, которая записана где-то в большом помещении, что-то связанное с оркестровой, симфонической, и вы действительно ощущаете то, что да, это какое-то помещение, в большой это объем, передача самого помещения происходит достаточно впечатляюще. И прям хочется сказать, что сцена здесь широкая, что вот наушники могут играть объемно. Но опять же, я бы не совсем стал это путать со сценой, потому что если мы захотим уже поразбираться, а что там у нас с разделением инструментов, насколько хорошо ощущается, какие инструменты ближе, какие дальше, уже все не настолько замечательно. Но и опять-таки это уже как придирки, потому что все-таки это True Wireless сегмент до $70, поэтому требовать каких-то аудиофильских в звучании характеристик тоже будет не совсем правильно. Самое главное, что наушники выделяются среди своих конкурентов именно объемностью звучанием и адекватной яркостью, агрессивностью даже на относительно небольшой громкости. Наушники звучат хорошо, они не универсальные, они не являются какими-то убийцами всех топов. Но, когда их слушаешь, они определенно дарят те впечатления, которые невозможно получить от абсолютного большинства их конкурентов. Единственное, что можно было бы отнести к минусам, это контроль на высоких частотах. Он здесь не идеальный, но и
вы это почувствуете, вот эту проблему с высокими частотами, только если слушаете какую-то агрессивную, быструю музыку, где есть ударные, которые отрабатывают очень быстро. Да, в таком случае все это может смазываться. Но опять-таки это те условия, которые нужно прям выискивать и которые будут важны далеко не для всех слушателей. Общее впечатление от наушников хорошее. Если вы берете в основном из-за активного шумоподавления, то это будет не совсем правильно, потому что опять-таки посадка у них не настолько и глубокая, то есть пассивная звукоизоляция у них с одной стороны хорошая, но она далеко от эталонной, либо же прекрасной. То есть если вам важно поглощение шумов, то в первую очередь нужно искать наушники, которые глубоко садятся в ухо, то есть с глубокой посадкой. Здесь этого нет, то есть вы их просто немножечко вставили в ухо и все, не прям туда куда-то глубоко. Но опять же, не люблю акцентировать внимание на активное шумоподавление, потому что даже в топовом сегменте, если мы берем уже ТВС-ки за 200-300 долларов, хороший шумодав встречается не так уже и часто. Пока что это все нюансы времени, и я уверен, что буквально через год наушники с хорошим шумодавом в бюджете около 100 долларов будут вполне себе реальностью. Но это совершенно другая тема, и свои впечатления о данных наушниках я высказал. Если вам есть что добавить, то буду благодарен за ваши комментарии ниже к этому видео. И на этом все. Если они вас заинтересовали, по ссылке в описании сможете найти. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.